Денек сегодня замечательный, весенний. И сегодня давайте приготовим с вами шашлык по-таежному. Вот здесь местечко такое нашел симпатичное. Лес, тайга, лиственница, береза. Куча дров тут. У нас вообще дров немерено. Здесь разведем костерок на лиственничных дровах. У нас есть кусочек мяса, 700 кг где-то мякоти. Косточку я вырезал, кусочек хлеба. И мясо я заранее подготовил. Вообще это блюдо можно, например, на охоте, если добыли зверя, сразу готовить, мазать солью, подождать немножко и готовить. Я солью намазал кусок мяса с вечера, смешал соль, перец, помолол. И получилось у меня, на кусок был с костью 2 килограмма. Ну, косточка там небольшая сбоку была. И получилось у меня 3 чайных ложки без верха на этот кусочек. Потому что мясо будет ужариваться. И чтобы было не пересоленым, делаем 3 чайных ложки без верха. Где-то на 750 кг. Ну что, приступим. Сейчас разведем костер. Сделаем рагатулю. И начнем приготовление всего дивного блюда. Йо. Пока разгорался костер, я напилил немножко дров и сделал вот такую скамейку. Удобно посидеть у костра. Ну а сейчас пойдем искать рогатульку. Мясо с солью, с перчиком. Вчера вечером я его посолил. И насаживаем на рогату. Нормальный кусочек. Можно ножом сначала проткнуть. Наверное, так и придется сделать. Ох, не придется. Вот, видите, я плашмя его, да, наткнул. И теперь вот этой стороной плоской мы направляем к огню. Примерно вот так вот. Сейчас я возьму подпорку, чтобы у нас подпиралось. В таком лесу целая проблема с рогульками. Пока готовится наш шашлык, можно поставить чай. Столик такой импровизированный. Это верх от старой стиральной машины. Очень крепкий пластик. И хороший, удобненький столик получается из него. Суть в чем? Эта сторона направлена к жару. И с этой стороны у нас готовится мясо. По мере готовности мы будем отрезать готовые куски. А дальнейший кусок, видите, какой он толстый, он сантиметров 7 в толщину. И он будет готовиться, пока мы едим тот кусочек. Тут еще сготовилось. Едим другой кусочек, тут еще сготовилось. Получается очень вкусное мясо.
Не хотелось рогульки искать. Я взял, вырубил ласточкин хвост. 2 палки и использую их как рогульки. Ну, чай в тайге никто не отменял. С котелочка, с дымком. Здесь не надо нам углей, как когда мы готовим обыкновенный шашлык. У нас мясо находится на границе костра, и на него жар от огня идет. Жар от огня, дымок. Вот уже, наверное, обратили внимание, кусок заметно уменьшился в размерах. Это не из-за того, что я его сожрал. Он готовится, становится меньше. Приятно шипит. Ну и рядом котелочек. Будем заваривать чай. Сейчас я схожу, нарву багульника, здесь его предостаточно, и добавлю туда для аромата. Ну, кому как, мне нравится багульник. Хоть он и горький. Скамеечка вот полностью вам покажу. Очень просто. 2 чурочки отпилил и 2 дрыны побольше. Положил сверху. Все не задницей в снегу. Котелочек у нас закипел. Его, конечно, надо было уже снять, чтобы вода не перекипела. Обычный черный чай. Ну, мясо, кусочек уже у нас такой красивый становится. Просто обалдеть. Даже отрезать, попробовать некогда. Можно начинать пробовать. Да-да. Сейчас вот тут еще даже слышится. Да, это действительно вкусно. Таганочек пока уберем, пока без надобности. Это чтобы запинаться. И, наверное, надо кусочек мяса уже отрезать. Что-то мне подсказывает под чаек. Ну, снизу пускай маленько подпечется еще. Ну, наверное, можно кусочек на пробу отрезать. О, самый смак.
И остальное опять ставим жариться. Перчатки чистые, новые. Видите, да? Вот такая обстановка у костра за куском мяса. Ругали меня уже, что я в очках. Но здесь в самом деле очень ярко. Солнце светит, снег. И в очках видно лучше. Да, это блюдо, которое стоит попробовать приготовить. Вот, этот кусочек мяса теперь. Вот, у нас опять приготовился, опять можно отрезать и есть. Мы его снимем аккуратно. И перевернем. Вот. И теперь со стороны, которая была от костра, у нас оно будет тоже готовиться. И готовится мясо сейчас у нас с другой стороны. Чай быстро кончается. Вот. Поэтому поставим еще котелочек. Чай лучше свежий, самый вкусный. Там в баночке с собой брать, бутылочки, все это не то. И мясо у нас почти готово уже. Я уже отъел его сколько мог. Сейчас это уже запечется цельным куском. Остаточки. Здесь, к слову, в Таганках вот две технологии. Вот шашлык у нас готовится. Вот кусок мяса этот запекается, он на рагульках. Видите, я как могу разместить почти параллельно земле, регулируя наклон вот этими вот рагульками. А здесь мне не хотелось рагульки искать. Я взял, вырубил ласточкин хвост. Две палки и использую их как рагульки. Опять чаечек у нас закипел. Мясо опять сготовилось. Сейчас заварим. Дувку всегда лучше от огня отворачивать, тогда она будет холодная, можно будет за нее поднимать. Кусочек-то поубавился.
Вот как сделал таганочек здесь. Видите, вот какой кусочек получается, да? Вот он. Сейчас его на хлебушек, и будет самая песня. Это называется таблетка от голода. Такое мясо обязательно есть со свежим чаем. Вот, сегодня показал вам, как готовится шашлык по-таежному. Пробуйте. Тем более весна. Кусочек мяса и подручный материал. Рогатуля, таганочек, костерочек. Пока.